Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас воскресенье 21 июля, и сегодня мы с вами проведем промежуточный выпуск. Не стоит беспокоиться по поводу того, что не вышли наши итоги недели. На этой неделе не выйдут итоги недели с Сергеем Жирновым. Дело в том, что у Сергея в субботу и воскресенье, то вчера и сегодня дела, и мы с ним договорились записать наш юбилейный выпуск. 3 года в эфире мы с ним в начале следующей недели. Я напомню, что наш выпуск, который будет юбилейным, в эфирах с Сергеем Жирновым выйдет и у нас на канале, и на канале у Сергея Жирнова, и будет доступен исключительно для подписчиков наших каналов. Мы решили провести такую акцию для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей все-таки подписаться на наши каналы, потому что многие смотрят без подписки, а вам не сложно, а нам приятно, когда вы, уважаемые зрители и слушатели, на нас подписаны. Так, теперь хочу вам сказать, уважаемые зрители и слушатели, чтобы вы подписывались на наш канал. Обязательно на канал, конечно, Сергея Жирнова подписывайтесь на наш канал, потому что у нас будет много интересных инсайдерских, опять-таки, выпусков, вернее, с инсайдерской информацией, тоже, которые будут доступны для подписчиков. Подписывайтесь, рекомендуем. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому выпуску. Перед тем, как написать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. И дальше формулируйте. На ваши вопросы я отвечу уже во вторник или в среду на следующей неделе. То есть, соответственно, 23 или 24 июля. Пишите свои вопросы, и ваше любопытство будет удовлетворено. Я напомню, что я отвечаю на самые популярные вопросы, то есть на те, которые наберут наибольшее количество, вероятно, лайков. Там какие-то странные алгоритмы YouTube, но здесь уже дебри, не будем в них вдаваться. Подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все поставленные вами вопросы, стараюсь отвечать регулярно. Так, уважаемые зрители и слушатели, приступим к темам, которые нас с вами коснулись на этой неделе. Ну, давайте, наверное, еще с вами мы обсуждали с Сергеем Жирновым на прошлой неделе покушение на Трампа. Давайте с вами теперь обсудим немножко еще этот вопрос, потому что прошла уже неделя. За неделю что-то прояснилось, что-то осталось также туманным. Ну, во-первых, давайте посмотрим на реакцию мировых лидеров на покушение на Трампа. Опять-таки, давайте признаем, что практически все мировые лидеры считают, что победа у Трампа практически в кармане, в том числе после этого покушения, которое было. Оно действительно сыграло на руку Трампа. Я думаю, что вряд ли это была инсценировка, вообще не похоже на инсценировку. Трамп действительно рисковал, пуля прошла там совсем рядом с той частью головы, которая отвечает, собственно говоря, за все тело. Да, понятно, было ранение в ухо, но вы же сами понимаете. 3 сантиметра правее, или вернее левее, и все для Трампа было бы закончено. Это действительно очень такой показательный момент. Ну, плюс еще есть достаточно много доказательств того, что это все-таки была не инсценировка, а скорее эксцесс исполнителя. То есть молодой человек был не совсем в порядке с самим собой, я имею в виду, не было у него умиротворения с собой, были, вероятно, проблемы с психикой, считал, вероятно, виной всех бед Трампа, а возможно просто решил таким способом прославиться или возложил на себя какие-то обязанности мессии, да, и таким способом спасти мир. Как бы то ни было, это покушение сыграло Трампу на руку, и практически все мировые лидеры отметились тем, что принесли Трампу свое сочувствие, свое понимание ситуации и высказали слова добрые, слова с пожеланием крепиться и, значит, продолжать борьбу. Среди таких мировых лидеров и Си Цзиньпинь. Это очень показательно. Си Цзиньпинь, вы же сами понимаете, что китайские товарищи не столь эмоциональны, как многие другие, и любой свой шаг четко соизмеряют,
продумывают. Обязательно эти шаги носят стратегический характер. И надо понимать, что и китайские товарищи уверены в победе Трампа. У Байдена позиции с каждым днем все более шаткие. Понятно, что его могут заменить на более перспективного кандидата. Вернее всего, более перспективный кандидат надо брать в кавычках, потому что насколько этот кандидат, кем бы он ни был, будет более перспективен, чем Трамп, здесь очень сложно сказать. Очень много факторов, которые действуют как против Байдена, так и против любого другого кандидата от демократов, который будет не Байденом. Здесь ситуация очень шаткая. Я согласен с оценками экспертов, что Трамп значительно повысил шансы на свою победу. И здесь заслуга и самого Трампа, и, конечно, как мы с вами уже обсудили, покушение на Трампа. Ну, вот так складывается ситуация. Давайте еще немножко обсудим, страшно Трамп или не страшно. Да? Что грозит, чем грозит нам с вами приход Трампа. Предсказать очень и очень тяжело, но то, что у него будут иные позиции по различным вопросам, нежели были у демократической администрации Белого дома, администрации, которая принадлежит сейчас демократической партии, да? Ну, здесь нет никаких сомнений. Конечно, Трамп будет более резок и более прагматичен в оценках ситуации, в том числе то, что касается взаимодействия с российским руководством. То, что за такое взаимодействие будет, даже не сомневайтесь. Такое взаимодействие уже есть по линии неформальных переговорщиков, уже обмениваются своим видением ситуации. Мы уже рассказывали вам, уважаемые зрители и слушатели, что в российском руководстве также есть четкое понимание прихода Трампа к власти. Трамп считается прагматиком. Я скажу, что несмотря на хорошие отношения с Салливаном, у Патрушева есть почему-то, для меня, честно говоря, это загадка, у Патрушева есть представление, что Трамп каким-то образом решит большую часть проблем, которые стоят перед Россией. Причем решит их в русле некого консенсуса или компромисса. Здесь можно варьировать и играть словами, но, тем не менее, почему-то такое представление у Патрушева есть. На чем оно основано, сказать очень тяжело. Вероятно, именно на прагматизме. Конечно, Патрушев тоже считает себя прагматиком, хотя таковым является лишь отчасти. Но вот есть такие мысли. Вряд ли это будет именно так. Я думаю, что Трамп, как всегда, будет пытаться ломать всех через колено. Если не будет получаться, будет действовать какими-то иными путями. Ну вот мы видели, правда, что Ким Чен Ына сломать через колено не удалось. Пришлось действовать другими путями. К чему привели эти пути? Ну, собственно говоря, ни к чему. Я надеюсь, что Трамп учел опыт своего предыдущего президентства и будет действовать в несколько ином ключе. Скорее всего, так и будет. Посмотрим. Уже скоро все разъяснится и уже скоро все станет на свои места. Что касается экономического кризиса, который грядет и который затронет не только, безусловно, Россию, но и весь мир, и прежде всего этот кризис затронет страны, в которых режим авторитарный. Да, нет никаких сомнений, что, я имею в виду сейчас, конечно, мировой экономический кризис, он грядет то есть будет развиваться постепенно и конечно, его истоки лежат в китайской экономике, от которой, собственно говоря, зависим весь мир, и реакция на кризис в Китае будет, конечно, скажется во всем мире. Но это нисколько не мешает развиваться, не мешает, конечно, в кавычках развиваться и кризису экономическому в России.
Кризис грозит быть настолько серьезным, что уже сейчас российское руководство проводит массу консультаций с экспертами, в том числе с экспертами при Совете Безопасности. А это наиболее квалифицированные люди, в том числе в экономических и вопросах финансовой системы. Ни Набиуллина, никто другой не могут подсказать, ну, на сегодняшний день эксперты при Совете Безопасности не могут подсказать российскому руководству эффективные выходы из кризиса, из того кризиса, который развивается благодаря санкциям на территории России, и того кризиса, который грядет из Китая, который поглотит весь мир. Ну, насколько он серьезно будет вот этот удар по мировой экономике, который следует из Китая, мы еще увидим. Разные суждения, и есть более-менее оптимистические сценарии, которые говорят, что не так все страшно, и более того, на выходе из этого кризиса многие шансы, в том числе те, которые идут по демократическому пути развития, многие страны, которые идут по демократическому пути развития, будут иметь очень неплохие шансы на достаточно сильный толчок в направлении улучшения, не просто улучшения ситуации, а есть шанс вырулить экономику на даже лучшее состояние, чем было до кризиса. Ну, посмотрим. В России грядет глобальный кризис. Мы уже неоднократно говорили, еще раз повторю, запаситесь, пожалуйста, едой на 2 недели как минимум, потому что могут быть достаточно серьезные последствия в России уже на рубеже этого года и следующего, и весной следующего года. Очень серьезные последствия могут иметь не только общемировой финансовый и экономический кризис, но и тот кризис, который развивается в России. Обязательно запаситесь консервы, конечно, крупы, макароны какие-то. Обязательно. И лекарства первой необходимости. То, что если есть какие-то заболевания хронические, обязательно лекарства. Говорю многократно. Многим помогли мои советы. И еще раз советую, потому что все будет гораздо хуже в ближайшее время. В плане развития кризиса, еще раз подчеркиваю. Российское руководство справиться с ним не в состоянии, нет никаких перспектив на сегодняшний день, поэтому давайте поможем себе сами на сегодняшний день, это очень важно. Так, в принципе, все, что я хотел сказать на сегодняшний день в этом выпуске. Хочу вам напомнить, что у нас есть Patreon, где я отвечаю на все поставленные вами вопросы. А вы оставляйте, пожалуйста, вопросы в комментариях к этому выпуску. На них я отвечу уже во вторник или среду предстоящую. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.